Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку. Тема сегодняшнего расклада. Твой образ в женских глазах. Ты – вдохновение, угроза или объект для подражания. Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены в конце, после сигнификации, да? И в самом конце расклада в качестве бонуса я дам совет психолога. Досмотрите это видео до конца. Надеюсь, это будет вам интересно, полезно. Итак, женская солидарность. Девочки, это миф или реальность? Все зависит от того, какую энергию вы транслируете в мир. Для одних вы та самая подруга, о которой все мечтают. Для других же та самая бывшая соперница, чье имя произносят шепотом и закатывают глазки еще при этом. Женщины видят в вас то, что боятся часто признать в себе. Хотите узнать, почему одни дамы расцветают рядом с вами, а другие замолкают и поджимают губки, да? Давайте посмотрим, какой ваш образ запечатлен в женских умах. И как вам сделать этот образ вашим главным союзником в достижении целей. Ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Начинается. Вампиры пошли, гармония. Вы мне говорите, вы уже стали недостижимы, да, для этих вампиров. Уже рамочки границы выстраиваете, барьеры железобетонные. Какая девочка пришла на расклад? Какая девочка пришла на расклад? Да, тут уже печальный опыт. Наверное, даже слишком долго вы находитесь в каком-то таком состоянии, знаете, на вытянутую ручку всех. Лучше никак, чем как-нибудь. Тут, знаете, мне показана женщина, которая в свое время обожглась, может быть, натерпелась от этих потребителей. Не буду тут мужчины, женщины как-то различать. В принципе, подход людей, которые, может быть, в моменте, когда вы удобны, выгодны, они появляются на вашем горизонте, когда уже, по их мнению, мало что от вас можно взять, или, ну, в моменте есть более ресурсные рядом люди, они туда могут переметнуться. А если, не приведи Господи, вам плохо, то смотрите, а рядом вообще очень мало людей, которые действительно готовы протянуть вам эту руку помощи. Но когда же вы в ресурсе, то вокруг желающих опять появляется великое множество. Тут женщина как будто бы уже научилась к этому даже уже спокойно, наверное, относиться. Но сердечко то разбито от каких-то несбывшихся мечт, ожиданий, может быть, разочарований, иллюзий, да, тут что-то... То, что не свершилось, то, что не сбылось, уже, я повторюсь, печальный опыт есть. И мне показана одиночка. Женщина, которая, может быть, даже осознанно выбирает это одиночество. Вы можете быть в союзе с кем-либо, в шумных компаниях, там, я уже не знаю, в женских коллективах, мужских, не в этом дело. Сама по себе чувствуете, так, знаете, как мне, может быть, и неплохо одной. Рядом карта токсичность. Я это не буду считывать как то, что вам плохо в одиночестве. Хотя у кого-то, девочки, давайте, это общий расклад, может проиграться и так. Токсично все-таки разбитое сердце и одиночество. Может быть, многими хотелось бы рядом. Кому-то сильное плечо мужское, кому-то это уважительное отношение, поддержка, искренность. Вот тут скорее вам хотелось бы искренности какой-то. Может быть... равноценного обмена, да, вот вы даете поддержку, любое уважение, и хотелось бы в ответ. У кого-то, конечно, это так проиграться может, но больше я тут смотрю другую тенденцию, да, если можно так сказать. Вы уже настолько где-то привыкли защищаться, не подпускать к себе, уже не верить, ну, наверное, это действительно чем-то обосновано, тут я уже видела это. Что даже что-то новое, прекрасное по этой карте корабль, замечательное, вы, скорее всего, можете даже не впустить в свою жизнь на данном этапе. Можете перестраховаться и шанс не дать. Это может касаться у кого-то новые отношения, ну, мужчины, в союз с кем-либо.
может быть подруги, знакомства. Лучше вот так вот подальше, да, улыбнусь, но отойду подальше. Вот тут как-то вот как предостережение даже, девочки. Если у кого-то длительное время уже такое состояние, где вы говорите, так, мне не нужны и не нужно ничьих советов, мне не нужны ничьи там, не знаю, даже слова поддержки, вообще мне никто не нужен, то задумайтесь, как долго у вас это состояние уже длится. Ну, понятно, там, если это реакция на какие-то разочарования, тут обиды, потрясения, ну, подумайте, как долго вы находитесь в этом уже состоянии. Так как говорят, ваше вот это даже нежелание приоткрыть дверцу для того, чтобы впустить что-то новое. У кого-то это новый вид заработка элементарно, у кого-то новое место работы, место жительства поменять, у кого-то это новые люди, которые, понятно, там какой-то процент будет вампирчиков, но есть же действительно какие-то добрые, светлые, может, единомышленники ваши, может быть, люди, которые будут вас вдохновлять, наполнять, действительно могут дать вам классные эмоции, общение, даже вот чему-то может вас новому обучить. Вот так вот, тут как будто бы вы можете вот упустить эти шансы. Мне так показывают. Угу. Как будто ваше состояние такое по одиночеству, может даже осознанное, оно как подзатянулось. Мне как-то так показали. Инициатива. Ну вот смотрите, как карты говорят на эту ну, вот, состояние. Тут карта инициатива, тут в отношении вас даже могут там мужчины, женщины проявлять какую-то инициативу. Во всех смыслах, да. Мужчины заглядываются на вас, женщины там стараются подружиться, может элементарно какая-то улыбка, да, для того, чтобы дальше завязать разговор. Вы улыбнетесь, но пересядете там в каком-то транспорте подальше, да, или отойдете, ну или 2-3 слова бросите и потом выйдете в другую комнату. Ну, мне я утрирую, но вы поняли, тут карта отшельник, опять вот, инициатива, а вы выбираете отшельничество. Ну, возможно, вам нужно еще какое-то время разобраться самой себе, получить какие-то ответы на вопросы, которые вас там, ну не знаю, не мучают, не дают вам спокойно жить, но они есть уже внутри вас, эти ответы на вопросы. Ну, девочки, не затягивайте этот период. Действительно, не потому что там в отношении кого-то это там выглядит как-то, упаси Господи, потому что вы можете потерять классные шансы, эмоции какие-то. Так, вот такая сигнификация сегодня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, что женщины видят в тебе при знакомстве? Первый вопрос, первое впечатление, да? Что женщины видят в тебе при знакомстве? Мягкость или стальной стержень, или что-то иное? Что же они видят? Так. Следующий вопрос. Объект зависти или подражания? Какую твою черту они пытаются скопировать, но некоторые могут обесценивать, да, пытаться обесценивать. Твоя женская сила. Почему женщины тянутся к тебе за советом или энергией? Следующий вопрос. Скрытая угроза. Что в тебе заставляет потенциальных врагов держаться на расстоянии? Последний вопрос. Совет по стратегии. Как вести себя с женщинами в ближайшее время, чтобы укрепить свой авторитет?
Начинаем. Первое у нас. Первое впечатление. Что женщины видят тебя при знакомстве? Мягкость или стальной стержень? Ну вот, сразу они видят вот ту самую одиночку. Человек, может быть, видят вас самодостаточную женщину. Женщина, которая не ищет встреч, знакомств, сближения, не цепляется за кого бы то ни было. Может быть, даже где-то подуставшую женщину, уставшую от разочарований, от каких-то иллюзий ненужных. Одинокая одиночка, такая женщина, которая, с одной стороны, знает себе цену, с другой стороны, может быть, уже какой-то сарказм в общении, да, может быть, знаете, какая-то такая грусть даже. Ух ты, ё-моё, дьявол, луна, офигеть, офигеть, кровь, сделка, поездка, вау. Да, девочки, дальше, конечно, у меня прям выбило табуретку из-под меня. Так, первое впечатление, девочки, а вы их пугаете многих. Они считывают вас, ну, девочки, дьявол, луна, тут еще кровь, это какой-то, как из магической колоды, и сделка, тут как сделка с дьяволами, поездка. Девочки, они видят вас женщиной настолько мощной, при этом одиночество, знаете, как будто бы это ваш осознанный выбор, это одиночество. Глубина какая-то, тут манкость, привлекательность. Многие считывают вас вот ту самую, не знаю уже, ведьму ведающую, но тут, пожалуй, с таким даже и подтекстом: ой, лучше ей дорогу не переходить. Она как взглянет, и не приведи Господи такую соперницу иметь. Тут это, вот почему-то они считают, вот луна и дьявол, у вас вот силу какую-то, вот эту вот женскую, тут по дьяволу, знаете, могут даже многие думать, и вот эта карта, что если вам перейдешь дорогу, то тут и руки и ноги будешь ломать, тут и все в жизни, знаете, медным тазом накроется, все может прахом пойти. Тут как будто бы не приведи Господи вам дорогу перейти. Вот тут я так и говорю. Но тут даже не то, что там тут не мягкая точно, тут и даже не стальной стержень. Тут есть, знаете, какой-то магнетизм у вас и наглость. Они считают, женщина отчасти как не от мира сего, но тут такая сила заключена в вас. Многие даже лишний раз побоятся что-то, не то, что там поперек вам что-то сказать, женщины, а может быть даже каким-то вы взглядом таким, знаете, цепким можете окинуть, да, пронзить прям. Тут такое. У них создается впечатление, что вы, ну, нельзя так, наверное, сказать, но у них создается впечатление, что вы их видите насквозь. Не говоря уже их там каких-то попытках вами манипулировать или там за спиной что-то там, какие-то сделки проворачивать. Не-не-не, тут как будто бы вы любая мысль, которая рождается в их голове, а вы как сканером уже, рентгеном, да, все считали уже и выводы сделали, диагноз поставили. Ну так вот мне идет. При этом дьявол, луна — это привлекательно, очень привлекательно, сексуальное, харизматичное. Если они так смотрят, вот, если вам что-то нужно, то вы этого добьетесь, вы это получите. Легко, тяжело, нет. Если вам действительно что-то нужно, они даже считают, что вы можете пойти на сделку тут с кем-то, с чем-то, и это как-то использовать. Многие даже могут считывать вас женщина, которая, ну, знаете, если вам действительно вот будет что-то, вот действительно вот архиважно, вы не остановитесь на полдороги никогда. Это я так завуалированно сказала то, что некоторые могут про вас думать. Девочки, вы поняли, да? Угу. И тут опять-таки по дьяволу видят вас женщиной, которая, если не приведи Господи, вы захотите, то вы тут любого чуть ли не мужчину можете обаять, увлечь, привлечь. Не знаю, насколько в долговременную там, да, ну, союз, там, брак, но любовная связь, вот вы можете там, тут какого-то даже, им так кажется, тут даже
типа добропорядочного семьянина, вы как-то так можете обаять. Ну, он может тут вообще бросить всех и вся и с головой как в омут. Вот. Вот, что мне показали, то показали. Вот они такой вас видят. Вот у вас какой-то такой потенциал тут. Очень сильная. Так, поездка. Знаете, да, я могу тут еще прочесть. Там, как видя, что сразу первое впечатление, женщина использует, понятно, методы, способы для достижения, ну, не буду говорить все, но многие. У вас как будто в арсенале множество каких-то способов, методов для достижения поставленных целей. И вот эта карта поездка, скорее всего, вы чем-то увлечены, вы к чему-то стремитесь, какая-то у вас есть цель, мечта, не так просто там бесцельно там времяпровождение, а может быть постоянно какой-то у вас там движ. В принципе, как-то вашу энергетику они так считывают, что вот при таком потенциале, то у вас еще и тут желание. У кого-то это получить еще какое-то образование, у кого-то новое хобби, дело, вот тут такое. Это даже не про мужчин, не про взаимоотношения. Это про то, что вы какую-то грань, ну, собственной личности хотите раскрыть, реализовать себя. Опять-таки свой потенциал этот раскрыть. Вот так вот. И при этом для многих вы таки остаетесь по луне загадкой. Вообще какая-то такая не похожая ни на кого, даже и близко. И многие считают вас опасной. Лучше вот так вот, да, на расстоянии. Интересно, такой у меня давно не было. Это не сигнификация, у вас другая сигнификация. Но так как вот, может, сейчас в моменте вас такой считывают. Знаете, можно еще так сказать, надеюсь, это никого не обидит. Некоторые вас считают, вот сразу первое считывают впечатление. О, она себе цену знает. Угу. Да, типа, эта дамочка, она как не будет распыляться даже, да? Вот как-то так. Она может быть ненужное знакомство, на ненужное общение. Тут вас считывают женщина, которая знает себе цену. Вот так. Так, следующее. Объект зависти или подражания. Какую твою черту они пытаются скопировать или обесценить. Так, третья гармония. Но опять мне почему-то выходит, вот женщины видят вас соперницу. Очень тут сильную соперницу. При этом опять у меня выходит ведьма ведающая. Ключ к знаниям, к чему-то новому, прекрасному. Ну, последнюю буду уточнять карту. Так, смотрите, пытаются скопировать. Вы за собой следите. Они считают вас, опять-таки, если там какой-то мужчина тут интересуется вами, а еще какая-то женщина за этим всем наблюдает, и ей интересен этот мужчина, то, скорее всего, она даже понимает, почему вот вы в приоритете, да, интерес к вам. Она тут отмечает ваше умение за собой ухаживать, подчеркивать свои какие-то достоинства. Вот это они пытаются скопировать. Опять, эволюция это внешне тут данные, да, женщина расцветает как цветок. Сколько бы вам не было лет, они видят вас, эту женственность, это умение, повторюсь, подчеркнуть всякие там нюансики во внешности, достоинства. Но тут и другое, эволюция. Вы в принципе не останавливаетесь в развитии. Может, вам тесно в одном каком-то, как вам сказать, образе, амплуа, да, вы разнообразная. В общем, как-то так мне идет. И поиск себя, реализация себя, вот это вот все сюда. Вот это вот они действительно как уважают, пытаются это скопировать, где-то взять с вас пример. Ведьма ведающая и ключ к знаниям, карта дельфина, это все новое, прекрасное. Как будто бы у вас открыт какой-то портал, да? Ну, вы же получаете тайные знания по там Таро, я не знаю, там эзотерика, психология, и они понимают, что у вас этот доступ есть, может быть, им бы хотелось бы также, ну хотя бы поверхностно, да, вот где-то что-то какой-то обладать этой информацией, но у вас это глубинно, на глубинном каком-то уровне происходит, доступ этот есть. Так, вот тут единственное, что могут рассказывать
А в конце у нас там обесценивать, ну не знаю, вышла карта пьянства, я не буду тут это все так напрямую транслировать, да, если там вы любите увеселительные какие-то, ну хотя тут не похоже на вас, что вы любите. Давайте, как это, усилительные заведения, да, и времяпровождение какое-то такое. Тут могут, конечно, рассказывать там, что вы, если уж гуляете, то гуляете хорошо, да, могут вас тут рассказать, что вот вы там весело проводили время, вас там кто-то видел не совсем в трезвом состоянии, но это, мне кажется, единицы. Скорее тут, ну тут кто знает за собой это, да, ну не знаю, как это, порок, недостаток, да, вот пьянство, неумение где-то может остановиться. Девочки, что вышло, я то и озвучиваю. Вас много, вот я должна это озвучить. Но тут скорее обесценить это пьянство, я буду это считывать, эту карту, знаете, как если вы чем-то увлечены, допустим, той же эзотерикой, да, таро, то могут вот женщины это обесценивать и рассказывать, о, она как с головой в это уходит, вот какое-то новое дело, новое хобби. Если тут опять-таки эзотерика, могут рассказать, о, отбитая эзотеричка, у нее крыша на этой почве поехала, да, хотя вы можете быть очень логично из головы дружить, да, а это просто использовать эту информацию для того, чтобы действительно эту информацию использовать в жизни и применять эти знания, да, они дают вам доступ, открывают перед вами новые двери какие-то. Ну, знаете, людям проще обесценить некоторым, обозвать это как-то, чем принять то, что вам это помогает, принять то, что вашу инаковость даже так. Ну вот обесценивают, вот, скорее всего, вот, тут ваши какие-то увлечения и вашу инаковость, да. Скорее всего, тут даже многие из вас, ну, я по этой картинке как-то по сочетанию вижу, вам наплевать, по большому счету, что про вас думают. Вы просто можете даже смотреть, вам так некрасиво, ну, типа поржать, да? Ну, такое. Думаете, что еще они там про меня придумали? Ну, чтобы улыбнуло, посмотрели. А им кажется, да, что вы там, вот, вы ушли в себя, вернетесь не скоро, вот им хоть хотелось бы, может быть, хоть за счет этого как-то так вот самоутвердиться, укусить типа вас, хотя у них это не получается. Так, твоя женская сила. Почему женщины тянутся к тебе за советом или энергией? Интересно. Так. Почему? Ух ты, как красиво. Смотрите. Почему? Потому что вот та самая информация, которая закрыта для них, она доступна вам. Плюс у вас ваш жизненный опыт, мудрость. Вы уже умеете различать волки в овечьей шкуре. У вас и такая сейчас позиция, да, на вытянутую ручку, как там изначально. И они понимают, что это происходит из опыта, из вашей мудрости. Поэтому тянутся за советом, потому что вы где-то можете оценить ситуацию очень трезво. Ну, советом тянутся, как правило, люди, которые, ну, доброжелательно настроены, да, в основном, да. Есть, конечно, такие хитро сделанные, которые получают от вас тут совет действительно ценный, и тут же пошли кости мыть, ну, ладно. Шла ему в руки, ладно. Смысл тут какой? Они действительно вас ценят за вашу мудрость, за ваш жизненный опыт. При этом, вот смотрите, у них как будто глазки завязаны. Они даже если получат информацию какую-то, карта-книга открытая будет, они могут прочитать, до них, может, до половины не дойдет, о чем эта информация. Или они как-то это протранслируют, считают совершенно не так, и не те выводы сделают, которые действительно вы можете толковые выводы сделать. Почему я так говорю? Потому что тут книга открыта и бесплодно, бесплодие карта. То есть бесплодно, там, что они там вычитают, для них это абракадабра какая-то, хотя будет написано на их родном языке. И опять, повторюсь, ну не те выводы сделают, а у вас тут карта открыта и заговор. То есть вы можете ту же информацию, обработав в секунду, сделать правильный выбор и подсказать им, направить их,
в принципе, их жизнь может измениться, да, вот как до разговора с вами они были одни, а после разговора с вами вообще по-другому их будет мышление проходить. Ну вот как-то так. Вы очень ценная на самом деле. И тут вас видят уже, конечно, несколько уставшие от этого всего. От этих каких-то, знаете, опять-таки, вот тут эти две карты рядом шли. То есть вы уже насмотрелись на своем веку на вот этих оборотней. Ну, повторюсь, волки в овечьей шкуре. Те, которые улыбаются, за спиной творят дичь какую-то. И женщина красивая, но уставшая от этого уже. То есть вас уже не удивишь, наверное, ничем. Вот они так думают. А совет толковый вы дать сможете. Так, скрытая угроза. Что в тебе заставляет потенциальных врагов держаться на расстоянии? Так. Ух ты. Ух ты. Карты сегодня очень хорошо разговаривают, кстати. Кому-то действительно очень-очень нужно этот расклад услышать, увидеть, услышать. Так, что заставляет потенциальных врагов держаться на расстоянии? Вы всем своим каким-то образом жизни, может быть, ну, в принципе, да, транслируете в мир свободу. Свободу, может быть, от каких-то навязанных сценариев жизненных, свободу от клише каких-то, да, социумом навязанных. То, что для кого-то является какой-то аксиомой, да, а вы так зададите вопрос, а с чего бы это, а почему, почему, какое-то свое мнение выскажете, и они такие подофигевшие будут думать, а что, можно было так? То вы поняли, да, смысл? То есть потенциальные враги держатся на расстоянии. Почему? Потому что вы, в принципе, на любую ситуацию смотрите вот по-своему. Тут очень женщина отличается от множества других. Тут абсолютно другой какой-то даже подход к жизни, к информации, к взаимоотношениям. Тут вот такое. Ваше умение где-то избегать даже вот этих вот, тут клетка, ограничения и разбитое сердце. Не на ровном месте вы уже научились где-то выбирать себя, свой путь, свою дорогу, или в процессе вы, да. Ну, ваши враги считают вас очень свободолюбивой, женщиной, которая не потерпит вот этих ограничений, не будет поддаваться на какие-то тут манипуляции и попытки загнать вас в рамки, да, опять-таки, при этом манипулируя там на вашей совести, жалости, еще чего-нибудь там. Нет, тут уже у вас багаж знаний достаточный, опыта. Вы не будете в эту клетку, в эти ограничения попадать. Они это все считывают, не нужно и пытаться. Проще найти где-то кого-то, ну, какую-то, извините, как жертву попроще. И не нужно тут с вами ни в дебаты никакие не встревать, ни в принципе пытаться вас, может быть, изменить, сломать. Тут вот так вот даже. Карта княгиня. Ваша значимость, в принципе, женщина ценная, достойная. Корона на голове. Вот они считают, что вы себе цену знаете, вы заслуживаете самого наилучшего. Мы все этого, девочки, заслуживаем, каждая из нас. Но некоторые это не транслируют в мир. А вот они на вас смотрят, ваши враги, и они понимают, что ага, тут планочка, будь здоров. Тут женщина действительно знает себе цену. Это так ваши враги считают. При этом по святая вода и талисман, любая какая-то там негативная, может быть, как это, провокация с их стороны, да, проявление. По святой воде вы можете обезвредить как будто бы это. Как минимум считать их проявление. Повторюсь, как вот рентгеном, да, просветили, все. И они думают, ну а смысл, да, если вы все видите, все понимаете. Зачем? Вплоть до того, что даже если они там в полушуточной какой-то форме, ну, враги там пытаются что-то там подколоть, как-то что-нибудь еще, вы тут можете даже просто озвучить то действие, которое они совершают в моменте. И это как их обезоруживает. И нет смысла уже им что-то там пытаться втихую провернуть, да? Но вы понимаете. При этом карта талисман вас на самом деле считают
женщиной, которая лучше с вами дружить, давайте так. Если рядом с вами вести себя мирно, дружелюбно и быть вам даже чем-то полезным, это как враги ваши считают, то вы можете быть очень ценным союзником, талисман. Рядом с вами может там и денежные какие-то каналы открываться, и возможности, и шансы, и вы действительно можете быть полезны. Это намного лучше, чем с вами воевать, враждовать. Вот тут вот так даже. Ну, мне вот так идет. Интересный сегодня расклад. Сама себя похвалила. Такая скромняшка. Так, ну мне было бы интересно такое послушать для себя. Так, совет по стратегии. Как вести себя с женщинами в ближайшее время, чтобы укрепить свой авторитет? Вау, мои хорошие, токсично, как солнышко, сиять, не бояться, при этом всячески с женщинами подчеркивать там вот какие-то общие черты. Вы находите, знаете, вот что-то там объединяет вас, да, с какими-то вот рядом в коллективе с женщинами, вы должны всячески подчеркнуть вот это вот достоинство какое-то в этой женщине и сказать: ой, мне этого чуть не хватает, мне надо над этим поработать. Ну реально тому, я считаю, честно я так считаю, что у каждого человека можно чему-то поучиться. Даже там у отпетого какого-то негодяя у него могут быть действительно какие-то черты, какие-то достоинства, которыми, ну, там кто-то не обладает, другой этим. Ну, я насчет этого тут вот говорю, что вот не скупитесь на действительно похвалы, если они искренние, девочки. Я вас не призываю, вот это лесть какая-то, вот это вот лисьи какие-то там манипуляции, которые на самом деле очень лживо выглядят. Нет, ну я считаю, у каждого есть вот какие-то достоинства. Вот вы должны вот в каждой женщине это видеть и подчеркивать это. И самой сиять, сиять и пахнуть. Ну да, цвести, пахнуть и сиять по солнышку. Где-то, чтобы укрепить свой авторитет, вот тут так вот интересно. Тут, конечно, не переходить сильно, как вам сказать, цвести и пахнуть, да, но при этом не забывать комплименты говорить им же, достоинства какие-то их находить, хвалить и говорить: ой, мне надо над этим еще поработать, в тебе вот это есть, я тоже так бы хотела там, допустим. Ну, и повторюсь, это все искренне. При этом, может быть, даже, я вам хочу сказать, подчеркивать что-то, что эти женщины могут там иметь опыт какой-то, опять-таки, авторитет у кого-то они там какой-то имеют, элементарно даже какой-то их совет спрашивать их, в перспективе даже подчеркивать, что я бы хотела бы с тобой дальше там сотрудничать, или ой, мне так важно там действительно твой совет, вот по выбор, вот у меня там предстоит какой-то выбор, мне бы хотелось, чтобы ты мне там, ну, дала этот совет, потому что кроме тебя реально мне сейчас никто другой не может помочь. Хотя на самом деле, может быть, там еще кто-то вам может помочь. Но вы поняли, тут ценность. Вы показываете, что вы цените вот женщину, там, которая рядом с вами, там, допустим, в коллективе в каком-то. И повторюсь, это все искренне, девочки. Это не надо тут из воздуха это что-то брать. Это действительно есть вот это. Собака, дружить, искренне дружить. Когда, если, может быть, что-то у человека случается, там, ну, не приведи Господи, беда, проблема, приходить на помощь. Тут по-другому я никак это не могу прочесть. Не отмораживаться, не делать вид, что я не знала, я не видела. Если действительно знаете проблему, перезвоните, проявитесь, спросите, чем я могу быть полезна. Это очень ценят. Тут просто говорят, что вот в моменте это оценят. Как-то так, что вы себе корону не одели. С одной стороны, вы тут должны цвести и пахнуть. Вы должны показывать свою ресурсность, но вы такой должны быть. У вас должна быть яркая жизнь, вот по солнышку. Где-то можете даже позволить себе быть вот, знаете, как это, детский эгоизм, ребячество. Вот я хочу это, я это получу. Но тут вот как-то токсично, понятно, не переходить грань не за счет других. Хотя часто так оно и происходит. Ну ладно. Так, чтобы укрепить свой авторитет. Вот это давайте так, остановимся на том, что вы показываете свой какой-то уровень развития, желание жить. Где-то энергия, да, может быть,
умение восстанавливаться после, там, если тяжелые времена какие-то, умение брать себя в руки. По солнышку, в принципе, энергетически наполненная женщина, женщина, которая настроена на позитив, да, тут тоже оптимистка, да, руки не складываем, идем вперед, развиваемся, шансы берем, при этом повторюсь, вот, чтобы не было такого я замечательная, я прекрасная, нет, тут же вы по зеркалу сразу же, вы там комплимент какой-то сказали, подчеркнули там, что ух ты, молодец, там, ой, а у тебя там такие-то там достижения, а мне сказали, там, у тебя там такие успехи, ой, я бы тоже хотела, а как это мне, может быть, вот это твои способности, как это применить там, может, ты меня научишь чему-то, подскажешь там, вот как-то так, это чуть ли не, знаете, это должно быть искренне, может быть, даже отчасти как беспомощно по-детски, но это мудро должно все быть. Ну, кто вам откажет, да? Вот и когда вы так вот обезоруживающе, тут карта собака, это друг, как-то обезоруживающе, вот вы признаете, что вы в этом проигрываете, да, вот в чем-то человеку, у человека в чем-то больше опыта, мудрости там даже какой-то. Это подчеркнуть, вас не убудет, а тут женщина расцветет, поплывет и подумает, нифига себе, она тут такая королевишна, тут по солнышку. Я думала, ну, что у нее тут вообще все налажено и все прекрасно, а тут она признает, что она в чем-то несовершенна, да, а я в чем-то типа лучше ее. Ну, тут с вами поделятся и расскажут, и советов надают, вам и ненужных, да, дадут этих советов. Ну, так мне карты говорят, по крайней мере. Так. И, мои хорошие, что у нас тут в конце? Совет психолога, да? В глазах женщин в зеркало их собственных амбиций, да? Зеркало. То, о чем я говорила. Нужно делать акцент на том, что у вас много общего, похожего, но при этом каждая из вас обладает своими какими-то сильными сторонами, да, и не забывайте хвалить в женщину эти сильные их стороны, акцент на этом делать. Кто-то из женщин видит в вас цель, а кто-то непреодолимую преграду. И психологически ваша роль в их жизни зависит от их самооценки часто. Вот. А вы тут похвалите, и самооценка женская взлетит сразу. Мой совет: будьте вдохновением для тех, кто готов расти. И не обращайте внимания на тех, кто видит угрозу. Ваша женская сила – это не про конкуренцию, а про создание своего уникального пути. Теперь вы знаете правду. Удачи! И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.